Здравствуйте, мои дорогие друзья! Лето, и мы продолжаем наши такие поездки по Польше. И сегодня по дороге заехали, увидели такое место, где разводят карпа. И не только карпа, тут разводят осетрину, сома и еще какие-то рыбы. Вот. И сюда, ой, ну видите, лет. Извините за то, что прервалась, но это выше моих сил, когда летает вокруг меня, не знаю, что это было, оса, наверное, оса. И мы решили сюда заехать, потому что в таком месте я, честно говоря, не была ни разу в жизни. И хотелось бы посмотреть, как разводят карпа, как это выглядит. Вот. Но здесь не только разводят, здесь также можно ловить рыбу, заплатить 40 злотых, не иметь даже патента, который нужно, если ловить в других водоемах, нужно выкупить в Польше патент на целый год, он, кажется, 200 злотых стоит, я не помню, не знаю точно, мне так кажется, что кто-то мне так говорил, вот, и тогда можно ловить рыбу. Здесь же патент не нужен, приедешь к хозяину, заплатишь деньги, это с 8 до 5 вечера, кажется, можно здесь ловить. Покажу вам, какие здесь есть условия, как здесь все выглядит, мне кажется, это будет очень интересно посмотреть, как разводят карпа. И посмотрим, захочется ли нам потом его кушать, или все-таки отпадет охота, как это обычно бывает, когда посещаешь места производства какой-то пищи. Я помню, мне рассказывал однажды мой один знакомый, который работал в Греции в посольстве, и их повезли один раз на фабрику, которая производила абрикосовое варенье, которое было его самое-самое любимое. Он без него жить не мог. И вот он зашел в эту фабрику, посмотрел, как его делают в Греции. Какая там вонища, он рассказывал, и как это все выглядит, какие фрукты перерабатывают. И после этого он говорит, что он уже к абрикосовому варенью в жизни не прикоснулся. Вот так оно бывает, поэтому посмотрим сегодня, что нам принесет сегодняшний день и какого вы будете мнения, и также какого буду мнения я. Итак, поехали! Вот мы подъехали к этому месту, припарковались, и сейчас будем идти в сторону этих, можно сказать, прудов, или как это назвать, не знаю. Я уже вижу вот первый пруд, и здесь вот такие, не знаю, как это назвать. Вот такие места, наверное, здесь из них вылавливают рыбу. Вот такие сетки, и там видно, что-то плавает. Кто знает технологию разведения рыб, обязательно напишите в комментариях, вот что это такое. Видите, там плескаются рыбки. Но вода такая, не скажу, чтобы была слишком чистая. Вот подходим ближе. Вот здесь такие маленькие рыбки. Наверное, это какие-то места, где их, не знаю, собирают. Ну, не знаю, не могу вам сказать, не могу догадаться, к чему служат вот эти сооружения. Может, для мальков? Но видите, вот такая вот зеленая мутная вода. А здесь, с другой стороны, тоже такие, как сказать, загончики. Но тут уже вот такие фонтанчики. Тоже не знаю, к чему они служат. Здесь идем. У них такое, я понимаю, место, где иногда, ну, значит, не знаю по какое время, но здесь можно прийти, здесь такой ресторанчик, можно покушать, можно заказать свежую рыбу. Вот вижу пианино, видно, здесь какие-то происходят мероприятия, но сегодня ничего нету. Вот в этом доме есть санузлы, туалеты, бесплатно. Дальше вот здесь под деревьями столики с лавочками, то есть можно вот на природе покушать.
Я так понимаю, что когда здесь какие-то соревнования, то тоже может этот как раз ресторанчик и открыт, и вот на свежем воздухе можно покушать. Вот здесь еще есть место на гриль, довольно-таки большое. Ну и вот такие столики. Довольно симпатично, здесь в тени под деревьями, очень приятно. Вот идем дальше, и я сейчас постараюсь подойти с другой стороны. Вот покажу вам этот ресторанчик. Ну, как-то он выглядит сейчас не очень такой, как бы сказать, обшарпанный немного. Но, возможно, когда он работает, здесь более приятно. Вот далее идут эти пруды, один за другим. И сейчас пойдем и посмотрим, как же выглядит там ситуация. Вот первый рыбак у нас на пути под зонтиком. И вижу, вокруг этих прудов есть такая тропочка, так что мы пройдемся, я думаю, вокруг и посмотрим всю территорию. Как видим, трава покошена, то есть место для рыбаков готово. Я там вижу вдалеке еще сидят. Значит, место довольно-таки популярное. И скажу вам, что рыбаки здесь не какие-то-нибудь новички. Я смотрю, какое у них снаряжение. Я помню, мой папа в детстве, когда я была маленькой, он был заядлым рыбаком. И я помню, какие тогда были снасти. У него были все самые новые. Вот видите, опять какой-то фонтанчик здесь. Может, это очищает воду или не знаю. Вот напишите мне, кто знает, зачем такие сооружения. Так вот, я продолжу, что я смотрю на то снаряжение, которое сейчас у рыбаков, оно действительно такое продуманное, такое крутое, там столько разных причиндалов, хотя я скажу вам, что мой папа был экипирован и на зиму, и на лето, и сапоги у него были до пояса, вот. К своей рыбалке он относился очень и очень серьезно, удочек у нас было море, и сундучок на лыжах, и вот это приспособление, чтобы бурить лед зимой. Короче, было все. Так что, если говорить о снаряжении рыбака, я видела очень много. Но по сравнению с тем, что вижу у этих рыбаков, конечно же, его снаряжение было беднее. Ну вот мы с вами обогнули уже эти все пруды и возвращаемся к пункту выхода, но уже по другой стороне. Я скажу вам, что здесь тишина, покой, очень приятно. Вот этот фонтанчик, который мы с вами видели, вот он теперь с другой стороны. Конечно же, место привлекательное. Вот так отдохнуть на природе, посидеть в тишине очень приятно. Вот, посмотрите, есть здесь камеры наблюдения. Это, наверное, для тех, кто может воровать здесь рыбу, я так думаю, или кто, например, приехал и не заплатил за то, чтобы воспользоваться
этим местом, но камеры здесь неспроста. Поэтому видеонаблюдение ведется, и здесь делать то, что вам заблагорассудится, наверное, не получится. Посмотрите. Вот так улов. A, dobra, nie ważymy. Что касается этой рыбы, которую словил рыбак, то ему, к сожалению, придется ее отпустить. Поэтому он должен был положить ее сначала вот на такую подстилку специальную. Если у вас ее нет, вы ее можете за 10 злотых здесь взять на прокат. Вот словил рыбу, сделай фотографию и выпусти ее назад. К сожалению, такие условия. А вот цена, если хочешь рыбу взять, вот 25 злотых это карп стоит за килограмм, форель. Короче, здесь есть целый, как сказать, все правила, как можно пользоваться этим местом. И главное правило гласит: слови рыбу и выпусти ее назад. Так что те деньги, которые вы платите за удовольствие, чтобы посидеть и половить, а потом выпустить.